Всем привет! Понедельник, 19 мая, обзор рыночка. И начнем со Сбербанка, потому что он такой у нас локомотив весь из себя. Но есть у меня появились тут вообще сомнения. Значит, после вот этой нашей переговорной недели, четверг, пятница, да, волатильность была большая, очень были объемы. И я вернулся сегодня к глобальному плану, посмотреть, что у нас вообще происходит. Собственно, дневку я разметил как 1-2, и я ждал движения в рамках волны 3. То есть, у меня было вот здесь 1-2, и поехали вверх. А теперь у меня появились сомнения, потому что вроде бы вот они, покупки идут, есть покупатель. И вот в этой зоне, да, тут и вот в этой зоне, то есть цена в районе там 280-290, очень интересно рынку, это было видно на протяжении как бы долгого времени, с февраля 2025 года. Но прогресс покупателя в этой зоне, он очевидно падает. То есть такое ощущение, что при всем, при том, что кто-то закупается, вот здесь вот кто-то все-таки это все дело сливает. И спреды увеличены, объемы маленькие, то есть без сопротивления как-то сливают Сбербанк. Поэтому, собственно, есть несколько вариантов, назовем их пока альтернативными, и ну, как бы шортить Сбер я пока не планирую, но значит, волна 2 может быть не завершена, и это у нас будет А, Б, С, и более глубокая коррекция вот куда-то в эту зону, здесь крупный покупатель. Либо, может быть, это уже идет какой-то там двойной зигзаг, типа А, Б, С. Сейчас Y еще может быть даже вверх немножко. Ой, X. И Y вот сюда. На обновление вот этого лоя. Это вот такие мысли. И что-то меня пока ну, вот все начинает смущать. С другой стороны, тут вот такое поджатие идет. Вроде бы ну, в пятницу у нас, да? Или когда там в четверг. Вот этот крупный объем на локальном таймфрейме, он круто сыграл. Но дальше нету поддержки. Покупателя нету. И вот они идут продажи уже. Это сегодняшнее открытие. Как будто бы я думал, что типа будет 1-2 и поехали вверх. Но обновили. Джок back to creek. Ну вот если сейчас реакция пойдет, то на обновлении хай можно лонг открыть. Но что-то мне как-то подсказывает, что еще не завершено падение. Так что, Ребзя, что-то я по нашему рыночку пока беру паузу. Сегодня точно. Дождемся, там еще у нас новостной фон Путин-Трамп созвон и так далее. Не нужно нам сюда лезть. Шортить тоже нельзя. Против вот такого покупателя сейчас играть мы будем с вами. Но это тупо. Да? То есть, вот он у нас. Может быть, какая-то такая лабуда. Ну, короче, у меня прям сомнения. Зажаты мы в этом боковике, и в этом боковике вот идет проторговка. Выход будем смотреть. То есть, я думал, что сейчас будет спринг, вернемся, тест спринга и поедем вверх. А мы просто выросли, и теперь все будем корректировать. Может быть, вот такой еще вариант. Вот. Ну, то есть, пока сегодня лезть на наш рынок не стоит. Собственно, перейдем на ММВБ, и там как бы то же самое. Было ожидание, что вот дождемся пятой. В последнем обзоре говорил, что что-то у меня есть подозрение, что эта пятая завершена. Вынесла меня по стопу лонг, потому что я, ну, тут риск не прошли. Очевидно, что тут, когда входишь, торгуешь треугольник, стоп сюда ставишь, ну, у тебя тейк где-то здесь должен быть минимальный. Не дошли до тейка, сработал стоп, но он, правда, был под волной С. Вот, поэтому не так много удалось слить. Вот, закрыли гэп. И то же самое. Вот он, откуп пошел вот из этой зоны. Мощный покупатель пришел. И вот сейчас посмотрим. Если бы, по идее, если мы обновляем этот хай, да, вот этот вот, то типа мы должны уже дальше вверх идти. А мы не идем вверх. Мы его обновили за выходные, да, вот тупая сессия моя нелюбимая субботнего дня. И идем сейчас вниз закрывать этот гэп. А тогда что за структуру получится, будет непонятно. Ну, то есть, пока единственный вариант это вот, ну, спринг и тест спринга. Если отсюда пойдет реакция, ну, тогда лонг. То есть, тогда у нас это все один, это два, ну, и мы пошли в волну 3. Ну, вот тоже есть сомнения, поскольку вот это вообще вся структура коррекции теперь уже меня под вопросом. Ну, то есть, типа, вот это похоже на импульс. Можно я тут расценил как АБЦ, но может быть тут вот это АБЦ, а это импульс 1, 2 и поехали вниз. Вот, так что все усложняется, нету.
четкости, ясности пока только радует покупатель мощный. Вот. Будем присоединяться, когда будет какая-то ясность. Вот где-то на обновлении вот этого хайчика, наверное. Ну, или вот здесь попробовать что-то рискнуть. Но если только вот здесь появится еще какой-то объем. Потому что раньше заходить нельзя. Вот, собственно, ну, по «Газпрому» примерно такая же картина, как и у всех. Вот я ожидал вниз, поехали вверх. Это вот с последнего обзора все сделали объем. И здесь, кстати, более как-то менее красиво все происходит. Но вообще становится все еще похоже на треугольник. То есть, либо это большой треугольник расширенный, либо это коррекция типа А, сейчас треугольник Б и потом в С. И потом еще дальше вниз пойдем падать. Э, Тоже пока ясности нету. Вот. Ну, металлургов не трогаем, Новотек пока тоже не трогаем. Все, короче, зажаты в большом-большом боковике. Бакс мы тут торговали. Я вот, ну, закрыл позицию. Закрываем мы позицию, потому что очень сильно едем вниз. Собственно, по Баксу у меня какие мысли были. Я думал, что мы сейчас еще сделаем один отскок вверх. Потом завершим С с обновлением. И потом уже вверх. То есть, вот такой мой был основной сценарий. Ну, и я вел диагональ. А вот сейчас что тут такое за фигура, я не понимаю. То есть, похоже, что ну, корректироваться диагональ не могла. Почему так сливают, что вот это за накопление, я тоже не понимаю. То есть, может быть, вот такая сейчас история, и просто диагональ усложнилась у нас. И тут был какой-то треугольник, ну, типа, у нас диагональ из зигзага состоит, это будет А, Б, С, да, еще один, и это будет пятый. Ну, тут уже какое-то растяжение появляется. Короче, все разметки, которые я вел до сегодняшнего дня, они были нормальные. Сейчас какая-то задница, которую я не понимаю. Поэтому, ну вот пока ясности не будет, я и в бакс не хочу лезть. Тут все условия как бы выполнены, объемы падают. То есть, все говорит за то, что в любой момент можем развернуться, но не разворачиваемся. Ну, ну вот так. На дневке, да, вот на дневке у меня тоже такое ощущение, что ну, либо это АБЦ, либо это у нас вообще все импульс. То есть, типа 1, 2, 3, 4, 5. Это только будет А, потом еще С. Ну, это сценарий Б. В общем, короче, как-то вот так смотрелось бы гораздо лучше. Вот такая фигура, было бы все понятно. Сейчас ничего не понятно, и как на Мамбе, как на Сбере. Поэтому давайте пока тут никуда ничего не лезем. Просто слишком много неопределенности. Но глобалки все пока вверх у меня. То есть, наш рынок все равно пока вверх. Основные сценарии. Вот тот же Аэрофлот, видите, тоже такая фигура, похожа просто на треугольник. Что за треугольник? Почему он здесь? Затрудняюсь ответить. У Мосбиржи, что-то тут еще. Мосбиржа, Лукойл. Ну и нефтянка тоже такая подуныла. Я думал, тут фонтан Джугана, но как-то тоже пока больше на треугольник смахивает с продолжением вниз. Ну, давайте дождемся. Дождемся, пока сюда не полезем. По золоту жду вверх. Последнее движение, наверное. Ну, то есть, вот с последнего обзора ждал это движение. Собственно, золото пока вверх, серебро тоже вверх жду. Да, вот он, от нижней границы мы отталкиваемся. С прошлого обзора зеленый план и поедем вверх. Пока тут ничего не меняется. Давайте посмотрим биткоин. Биткоин. Тут пошла коррекция, пошла из мощной зоны продавца. И я пока расцениваю это как импульс. 1, 2, 3, 4, 5. Пятый завершен. И завершен он тут был у нас маленький треугольник на младшем таймфрейме. И сейчас пойдет коррекция в рамках волны 2. То есть, это 1, 2. И все это в глобально пятый. То есть, это четвертая. Ой, фу, все, третья, четвертая. И пошла пятая глобальная. Соответственно, это основной план. Есть план, что это у нас вообще... Так, да, то есть план А у меня вот такой. То есть мы куда-то по фибо скорректируемся и поедем вверх дальше на, ну, как бы на супер хаи. Что у меня тут смущает? Да, это уже можно закрыть. Это можно закрыть. Что меня тут в этой истории смущает? Еще может быть, видите, мы хай не обновили вот этот. Тут может быть треугольник еще. То есть А, Б, С.
Тут может быть А, Б, С, а не импульс. И вот такая штука нарисуется, и потом вверх. Это чуть затянет неизбежный рост биткоина, но имеет место быть. Диспропорционально все это смотрится, честно говоря, но раз у нас был здесь двойной зигзаг, то здесь треугольник возможен в рамках четвертой волны. Поэтому вот, ну, типа падений с текущих я вот пока никак не рассматриваю. То есть, ну, не вижу тут никаких предпосылок, что вот, ну, тут нет продавца. То есть, да, рост без объемов, но растем импульсом. Дошли до верхней границы, нет никакой реакции, нет манипуляции, то есть, да, какой-нибудь там аптраст. Ничего этого нет. Поэтому пока основной сценарий, что все-таки мы будем расти. И даже вот этот треугольник, который тут отработал, мы, кстати, да, вчера торговали с ребятами. Ну, кто торговал, я просто держу уже давно биткоин. Ничего не рыпался. Тут прям красиво треугольник отторговывался. Отсюда взлетели, хай, и полетели в коррекцию. Ну, и, собственно, думаю, что мы еще скорректируемся. Хотя минимальный... Да нет, наверное, еще скорректируемся. Наверное, сейчас вот так. Вот такой какой-то сценарий, основной, локальный по биткоину. Ну и раз мы затронули крипту, то вот я охочусь на НИР. В обзорчике в последнем, по-моему, рассказывал или на эфире. Вот подходим к этой зоне. Коррекция завершается. Где-то вот в этой зоне я буду ждать покупателя. То есть вот мой план был. Желтый на прошлом созвоне. И локально еще, думаю, чуть-чуть вниз. Где-то тут надо искать сценарий для входа. Это что касается криптовалюты. Значит, индекс сказал, это сказал, это сказал. Ну, вроде все, ребят. Короче, у меня тут нет никаких вот сейчас точно, типа, что точно надо влетать. Я бы еще подождал. Я думаю, что на этой неделе вот у нас закончится все вот эти события переговорные, ну, в каком-то формальном виде хотя бы, и рынок как-то немножко сбалансируется, куда-то мы наконец-таки поедем. А, еще газ хотел. По газику тут надо тоже найти лонг, потому что, ну, вот тут у меня сценарий нижней границы канала. Вот это импульс 1, это импульс 2. Вопрос, завершена ли вторая или еще чуть-чуть вниз и вверх. И вот пока открываемся вниз, открытие. Это вот, ну, это склейку я смотрю. Не вижу покупателя. То есть, тут еще можем пойти даже гэп закрывать. До сюда. Это будет такая вот манипуляция. И как бы вот отсюда уже будем искать тогда вход. И это тогда А, Б, С. Вот. Но в любом случае газик я уже начинаю присматривать для покупки. Потому что вот эта история похожа на импульс от нисходящей границы канала. То есть, вот так 1-2. Вот, собственно, наверное, все. Давайте. Всем хорошей торговой недели. Все сигналы будут у нас в закрытом чатике ходл. И в моем бесплатном телеграм-канале. Подписывайтесь, не пропускайте выгодные сделочки. Все, пока-пока.